С каким вызовом ты столкнешься? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, в общем-то, достаточно уверенный в себе. Вам палец в рот не клади, вы всегда за себя постоите. Вы умеете держать удар, да, если можно так назвать. Вы человек, который обладает потрясающе таким внешним, знаете, может быть, даже лоском каким-то. У вас достаточно неплохая внешность. Вы умеете следить за собой, вы со вкусом одеваетесь. И даже если это какая-то, простенькая одежда, да, не от каких-то брендов, я сейчас не об этом, но вот вы умеете, пусть даже по-простому, как-то цветовую гамму подобрать, вы умеете со вкусом одеться, вы со вкусом обставляете, пусть даже если это самая обычная простенькая квартира либо дом, вы вот умеете все это как-то вот состыковать, да, вот дизайнерские такие качества у вас есть. Вы человек, который, в общем-то, неплохо стоит на ногах. То, что достигали исключительно своим трудом. Это, опять же, у нас выпадает уже не первый раз сигнификации, потому что, опять же, да, много постоянных ребят меня смотрят, за что вам большое спасибо. Либо же у вас как-то вот жизненные ваши перипетии чем-то совпадают. Вы человек, который, опять же, вы выпали огненным королем, да. Это о чем говорит? Либо вы огненного знака зодиака, либо вы такой активный живчик, вы страстный, вы ревнивый, вы вообще такой горячий человек. Может быть, даже вы такой взрывоопасный, я имею в виду вспыльчивый характер. Вы очень мудрый человек, вы много чего знаете, умеете. Вы, возможно, даже чей-то наставник, есть, может быть, ученики. Даже если нет учеников, к вам можно смело подойти за советом, за просьбой какой-то. И вы, как ходячий Google, вы можете все обо всем рассказать, либо посоветовать. Кто-то из вас, возможно, даже довольно сильно, так скажем, придерживается каких-то вот религиозных канонов, да, вот религия очень важна для вас в жизни. И вы, может быть, вот живете именно по религиозным там правилам, да, вы соблюдаете тот же пост, к примеру, то есть все то, что требуется, да, вы можете ходить часто в церковь, вы можете там исповедоваться, ходить к батюшке за советом. Давайте-ка сделаем как раз, ребята, по этому поводу опрос. Вот напишите, вы насколько вот вы человек верующий, насколько вот вы часто, может быть, вот ходите на службы или же нет. Вот давайте еще этот вопрос проговорим. Я уже, в принципе, по некоторым из вас поняла ответ, да, что многие верующие. Если же у вас какие-то свои представления по этому поводу, вы тоже можете прописать. Вы человек, несмотря на то, что, казалось бы, вроде бы и уверенный в себе, да, такой харизматичный, но бываете, такой неуверенный почему-то, бываете даже не так, не то, что неуверенный, бываете сомневающийся. Вот, наверное, вот так вот правильно. Почему вы сомневаетесь? В чем вы сомневаетесь? Вы сомневаетесь в женщинах, потому что у вас был негативный опыт с женщинами. Возможно, у кого-то не одна была женщина, не один брак. Опять же, у нас показано, что женщина, которая очень любила материальные блага, с которой, возможно, у вас даже семья уже была, и которая, конечно же, причинила вам боль. Поэтому теперь вы сомневаетесь, наверное, во всех и в каждой женщине. Это такой отголосок из прошлого. Привет из прошлого, как я его называю. Есть среди вас те, которые любят молоденьких девочек. Нравится. Я не говорю, что там, допустим, вам 60, а ей должно быть 20. Нет. То есть вот для вас разница в возрасте абсолютно не страшна. Вас наоборот, вот молодость как-то привлекает. Знаете, еще называют это молоденькое мяско. Как-то оно не очень-то может быть, но тем не менее есть в народе такое выражение, да. Женщины, которые более юны,
они вас как будто вот подпитывают. И 100% есть среди вас те, кто имеет либо же подружек, кто-то любовниц имеет, которые на там 20, может быть 30 лет моложе, 15. Опять же, смотря сколько лет вам. Но вот как-то они вас как будто возвращают в молодость, возвращают в прошлое. Именно вы себя можете даже с ними ощущать более молодым. Вот почему по статистике очень часто мужчины заводят намного моложе женщин, потому что, ну, реально, это не я придумала, мужчина внешне даже молодеет рядом с более молодой женщиной. А вот женщины, вот скажу не очень приятную вещь, вот говорят, что женщины, которые выходят замуж, ну, либо же в каких-то длительных отношениях с мужчиной намного старше, вот они как-то наоборот, они как будто отдают свою молодость, и они становятся старше, они как-то старей выглядят, понимаете? То есть вот такие вот вы, мальчишки, забираете молодость, а свой возраст сбрасываете на женщин. Ну, не знаю, у кого как. Ну, в общем-то, я даже по своим знакомым это заметила. Вот у кого большая разница, то, ну, реально, женщины, конечно, уже, ну, такие стали, как тетки, хотя, в общем-то, она молодая. Вы человек, который, в общем-то, не отказался бы от роскошной жизни. И даже среди вас есть те, кто довольно неплохо живут, кто деньги уже, может быть, даже не считает. Только не пишите мне опять же, что вот, там у вас кредиты, либо еще что-то. Общий расклад, ребят, я уже устала повторять, честно, если кто-то этого не понимает. У кого-то одно резонирует, у кого-то другое. На личный расклад добро пожаловать, и будет вам счастье. Есть среди вас те, которые поставили себе цель заработать как можно больше денег. Здесь, возможно, идет еще отголосок из детства. Потому что, возможно, вы происходите из такой, ну, довольно бедной, может быть, небогатой семьи, а вам хотелось всегда лучшего, да, кто-то, может быть, не доедал, кто-то не имел тех вещей, которые были у ваших друзей-приятелей. Поэтому вот есть такая цель заработать побольше денег и купить себе все то, что вы хотите. Уже среди вас есть те, кто реализовали эти мечты и желания, уже есть те, кто добились, но остальные еще в процессе. Итак, давайте-ка смотреть, каким вызовом вам быть готовыми, да, с чем вы можете столкнуться. Предупрежден, значит вооружен. Кто меня смотрит первый раз, рассказываю, что я буду разные ситуации говорить, да, какие вызова будут у вас. Понятное дело, кому-то один вызов подойдет, кому-то другой. Поэтому переворачивайте под себя. Какие будут вызова, испытания, может быть, в вашей жизни? Значит, смотрите, кто-то из вас может столкнуться с таким уж настойчивым каким-то, ну, преследованием, может быть, женщины, да. Эта женщина будет вот реально, может быть, даже бегать за вами, потому что, ну, вот ей захочется именно с вами романа. Ну, поскольку у нас сам дьявол выпал, то это скорее такая будет искусительница. Это такая женщина, которой нужны будут только легкие отношения, да. Поэтому те из вас, кто согласятся, она моложе вас. Вот как раз я говорила об этом. Она моложе вас, она такая наивная. Да, она может быть хороша собой, молодость все-таки, да, молодое тельце, это все заманчиво. Ну, чтобы вы просто знали, что эта девочка, она исключительно хочет с вами просто пороманить. Семья в ее планы, ну, 100% не входит. Поэтому, ребята, те из вас, кто противники романов, тем более с молодыми девочками, которые намного моложе вас, поэтому 100 раз подумайте, стоит ли связываться. Далее здесь еще идут у вас вызовы по работе. Что это за вызовы? Давайте немножко уточним. Работаете тяжело, работаете много. Те, кто работают физически, уже вас это так все поднапрягло, достало. Смотрите, здесь может проиграться ситуация, что будет стоять на кону либо сокращение какое-то, может быть, предприятие будет закрываться, либо реорганизация. Ну, может у кого-то проиграться, что ваше место понадобится. Поэтому будьте готовы к тому, что
Денежки придется подэкономить. И скорее это будет касаться тех, кто работает вот физически. Это либо, ну там, я не знаю, их много, в принципе, таких разных профессий. Это и стройка, да, там еще какие, я сейчас не буду вспоминать все. Ну, то есть какие-то физические работы. Здесь может быть под угрозой закрытия предприятий. Денежки поберегите. У кого-то из вас может проиграться еще одно не очень хорошее испытание, ребят. Вот я не люблю почему-то негативное говорить, но тем не менее предупрежден, значит вооружен. Сейчас еще уточним. Будьте осторожны, вот здесь касательно здоровья. Здесь может проиграться, опять же, разные какие-то заболевания, вплоть до отравления. Особенно кто, может быть, вот праздничные дни, чтобы не было злоупотребления горючими веществами, понимаете? Здесь может дойти до больницы. Я не говорю, что это у всех будет отравление. Это как один из вариантов, да, что вот реально станет плохо. Но опять же, здесь может быть другое любое заболевание. Вы будете сомневаться, даже, может быть, поначалу, стоит ли вызывать доктора, не вызывать. Вы будете где-то искать, вот, там, по гуглам, по интернетам, по знакомым, что делать, чем лечить, как лечить. Будете как-то вот оттягивать момент, может быть, ну, либо же госпитализации. Но, ребят, я вам не советую самолечением заниматься. Это будет реально такой, ну, серьезный вызов по здоровью. Если вы вовремя, вот у нас башня выпала, кто знает, тот поймет, о чем это речь. Это могут быть серьезные последствия, я не хочу даже озвучивать. Поэтому, если что-то будет плохо, да, по здоровью, не пугайтесь все, потому что, опять же, это общий расклад, у кого-то может срезонировать, кого-то нет. Просто вот на всякий случай, если у кого-то из вас будут проблемы по здоровью, что-то почувствуете по себе не то, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше вызовите скорую, лучше там сходите в больницу, обследуйтесь. И тогда вы будете на коне, тогда все излечится, там все, что нужно, сделают доктора. И будет вам счастье. Если вы этого не сделаете, ну, печалька. Печалька. Поэтому, ребят, это такое неприятное предупреждение, но тем не менее, ну, я не могу это пропустить. Далее. Что еще за вызов? А ну-ка, мне прям интересно. Кто-то из вас познакомится с женщиной еще. Тоже будьте внимательны. Это будет знакомство с женщиной, которая вам, ну просто вау. Вот она вам настолько понравится. Это такая вот королевишна. Будет казаться, что вот это звезда, да, будет казаться, что это супер-пупер женщина. Там она уже может у вас какой-то периоды в доме хозяйничать. А потом вы где-то поймаете ее на каком-то обмане. То есть вы поймете, что, ну, не такая уже она белая пушистая, не так уже она и честна с вами. И, ну, вы призадумаетесь. Вы поймете, что эта женщина именно из корыстных целей будет с вами, да. Вы можете сказать, что вот я немного получаю, да. Опять же, материальные блага — это не обязательно деньги. Кому-то квартира нужна. Есть такие женщины, которые они на 10 шагов вперед просчитывают. Вот они знакомятся с мужчинами, потом видят, что вот в нем есть классный такой организаторский потенциал, бизнесовская такая жилка. И вот они на 10 шагов просчитывают, думают, вот я там его мотивирую, я его подтолкну, направлю. И он будет зарабатывать мне большие денежки. Поэтому это тоже такой вариант бывает в жизни. Поэтому, опять же, у кого это срезонирует, если вам встретится такая дама, но она фифочка, она такая, ну, класснючая, вот она, ну, с виду она просто королевишна. Вы даже, может быть, поначалу побоитесь к ней подойти, потому что, ну, хорошенькая, ну, хорошая со всех боков, со всех сторон. Да, как-то вот непривычно мне, да, всегда обычно у меня такие позитивные расклады, а здесь вот почему-то у нас такие вот ситуации выпадают. Ну что, мальчишки, не обижайтесь, но тем не менее мне нужно вас предупредить о какой-то опасности. Какие вызовы еще у вас будут?
Смотрите, не ходите по темным каким-то переулкам, закоулкам, дабы не было никаких вот тоже неприятных ситуаций. Вы знаете, какое сейчас время, да, особенно там, где темно, можно встретить кого угодно, да, и одного человека, и компашку какую-то, ну, в общем, в таком плане. Старайтесь, ну, по крайней мере, там, где нет фонарей, как-то то ли обходить эти дороги, ну, потому что тоже могут быть не очень хорошие моменты. Ну и по поводу хорошего, с какими вызовами вы столкнетесь, так это то, что вы все-таки, несмотря на все вот эти вот такие проблемы, преграды какие-то, испытания судьбы, может быть, вы встретите настоящую любовь. Вы даже не поверите. Вот сейчас вы точно, многие можете не поверить, что да нет, да я не полюблю, да все женщины такие сякие, тем более, что многие разочарованные. Очень не хочется снова на те же грабли, но поверьте, эта женщина станет вашей музой. У кого-то даже проиграется, что она ребенка вам может родить впоследствии. Это женщина, которая станет вашей новой историей любви, с которой вы сможете быть по-настоящему счастливы. Это такой, знаете, это вызов, не вызов, я даже не знаю, как это назвать, но просто вот вы поначалу можете очень сильно сомневаться. Да, вы будете общаться, вам будет с ней с одной стороны хорошо, классно, а с другой стороны вы будете за ней наблюдать. А что же будет дальше? Вот как будто будете искать подвоха какого-то. Вот, ну не бывает таких женщин, ну не бывает таких хороших, да, вот в таком плане. Поэтому, как бы вы там ни искали подвохи, вот, вы будете видеть во всех женщинах, да, вот, ну, будете стараться углядеть, да, вот, а вдруг она корыстная, а вдруг она там ветреная, вдруг она еще какая-то, да, вот, у вас есть такой пунктик, что вот все жадные до денег, да, вот всем денежек нужно. Это совершенно про другое, это другая история, ребят. Да, будете поначалу стоять как в обороне, в обороне. Но те отношения, которые вам сначала покажутся вот несерьезными, да, вот вы пока будете копаться, вот ее исследовать, расследовать, да, для себя вы будете понимать, что да нет, это будет очередной роман, это такие недолгие отношения. Можете кто-то, конечно же, долго-долго себя накручивать. Вы посмотрите, что вы будете чудить, ребят. Ну, я считаю, это тоже своего рода испытание. Да, вот испытание судьбы, вот это, наверное, вас будет на прочность испытывать. Вот именно тем, что пошлют вам такую женщину, о которой вы даже не мечтали. Как вы не будете себя накрывать негативными мыслями, сомнениями, вот у страха глаза велики, что вы только не будете в своей буйной головушке чудить. Это, конечно, это ужас ужасный. Но, тем не менее, то, что вы останетесь с этой дамой, это однозначно. То, что она докажет вам, что она чистая, она искренняя, она хорошая. И она ваша, она будет ваша. Вы это поймете. Кто-то раньше, кто-то позже. Опять же, насколько хватит вашей фантазии, ваших страхов, как долго вы будете с ними бороться. Но эта женщина все-таки, ну, она переборет все ваши вот эти страхи, она докажет, что она честная, искренняя, и она не прагматичная. Она не корыстная, она вот настоящая. Она такая, какая она есть. Поэтому, мои хорошие, сегодня, ну, пусть не очень позитивный расклад был, но, тем не менее, я вас предупредила, вы уже там сильно не переживайте, потому что, опять же, у кого-то одно резонирует, у кого-то другое, может быть, у кого-то вообще не срезонирует, и хорошо, пусть только любовь у вас резонирует, а остальное пусть идет лесом. Поэтому, мои хорошие, кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!